Так, значит, ребятки, давайте так. Пока мы здесь в клиенте игры. По поводу, что за карты мы будем открывать. У нас грядет 27-го, если мне память не изменяет, или 23-го. Кто вот точно знает, 23-го или 27-го. Короче, 20 какого-то числа у нас появляется новое дополнение в игре. Называется это дополнение «Братья по оружию». Brothers in Arms, да? И по этому поводу в магазине у нас размещено два предложения. Это большой, вроде как набор, и малый. По малому, что включает 14 наборов карт обычных, содержимое 5 карт расширения, братья по оружию, по крайней мере одна карта ограничена или лучше. Ну, лучше это может быть и даже и элитка. 27 числа, спасибо, Рус. Спасибо. Рубашка братья по оружию, которую еще пока никто не видел, и эмоция встречи с судьбой, да? В большом наборе поинтереснее, здесь 24 офицерских набора и 12 обычных. Итого мы получим 7 карт из нового дополнения вот из этих наборов. И получается 5 из этих наборов. Но стоит, да, ценник конский, 1000 алмазов. Не забываем, что мы еще не забываем? Мы не забываем забрать бесплатную карту отсюда. И вот 1000 алмазов, если мы сейчас посмотрим, 1200 алмазов, это 3500. Ни хера себе, типа, да? Все это дело стоит. Будете брать? Слушай, друже, да, скорее всего, да. И я так понимаю, что есть смысл брать именно вот этот большой набор. Вот. Ну, я не смогу отказаться от этой рубашки. Я чисто буду брать, короче, из-за рубашки, потому что пропустить такое событие, дополнений вообще очень давно не было, короче, и все вот в таком духе. Так, ехала-поехала, значит, что по новым картам, братва? Давайте сначала ознакомимся. Вот тут вот, старт, да, погнали-полетели. Братья по оружию, летняя, сейчас я чуть-чуть немножечко расскажу, чайную ложечку, с вашего позволения. Маринованный апельсин старт, Мерсер плюс. Нихера себе, ребят, вас 31. Кто еще, ребята, не подписан и не поставил лайкосик, вот самое время это сделать. Летнее дополнение выходит 27 июня, да, у нас появится 29 новых карт и совершенно новая механика ветеранства. Предзаказы уже доступны, и вот как раз таки начало сезона спойлеров идет. Чем я занимаюсь? Я сейчас заспойлерю вот эти предстоящие карты. Мне разрабы доверили 3 карты. Так, для этого мы убираем нахер браузер. О, вот такие вот дела. Значит, карта number one. Опаньки. Это приказ. Это советская карта, это советский приказ. Это интрига, это я не тяну, это специально так задумано. Значит, смотрите, я загнал в переводчик и перевел. Соответственно, у нас 2 варианта, да? Мне не совсем нравится вариант перевода. Карта называется «Центральный вызов». Ваши отряды получают +1 к атаке друг друга впереди. Ну что это типа за херня? Ну я умышленно, специально оставил так, как есть. Но сам прекрасно понимаю, что получают +1 к атаке за каждый отряд. Каждый другой отряд. То есть это могут быть и мои отряды, и отряды противника, находящиеся на линии фронта. Вот. Какие у вас ассоциации, какие предположения, как можно, с кем можно использовать этот приказ, можно как бы смело озвучивать в чате. Мне самому будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Ваши отряды получают +1 кота. Ну, вполне возможно, да, на арту можно кидать. То есть вот эта колода про арту, и потом, собственно говоря, когда есть отряды, ты кинул все на арту и нормально бафнуло, да?
За каждый другой отряд на линии фронта. Да, ну, я как бы, товарищ Мерсер, я же говорю, я оставил перевод такой, как перевело, а мы тут додумаем с вами. Дорого. Вот по этому поводу я очень даже сильно согласен. За 6 кредитов, ну, как бы такое себе, очень даже вариативный какой-то вариант. Не всегда его можно будет удобно использовать. Это в комбо-деке с легкой пехотой. Как варик, их токенов валом, и вот, кстати, неплохо, да? Неплохо. Под легкую пехоту, под токены, вот это вот все дело, значит, как нельзя лучше попрет. Попрет и покатит. Поэтому, ну, уже имеем, что имеем, да, вот эта карта наверняка будет в дополнении одной из вот этих самых 92 карт, да. Такая точно будет, и теперь это мы точно понимаем. Перевод названия карты «Зов предков». Ну, я не претендую на роль великого переводчика, как бы все равно нам предложат с выходом дополнения, нам предложат варианты перевода, которые будут, как всегда, кривоватыми, и мы будем писать поддержку и их править. Но перевело, как перевело. Именно поэтому я вывожу на экран две карты, то есть вот та, которая на английском, вот там наиболее точное описание, да? Перевод дерьмовый. Да что ж вы меня, не я переводил, это вот все вопросы тогда к Яндекс.Переводчику, вот его и чмырите, а меня не надо. Перевел как смог. Если всем +1, а не только по линии, то куда бы еще не шло. Ну, насколько я понимаю, +1 именно всем. Ваши отряды получают +1 к атаке за каждый другой отряд на линии фронта. Поэтому это не совсем блицкриг, и получают все отряды. И те, которые на фронте, и те, которые на линии поддержки. Вот я это так понял. По-другому я не понял. Как оно будет на самом деле? Скорее всего, так оно и будет. На самом деле оно так и будет. Мы можем двинуться дальше. Самый лучший, это сильная карта, и эта сильная карта, как мы тут пришли к выводу, очень нормально, вполне вероятно, сыграет на токенах. Да, вот это вот стратегии за спамов мелкими отрядами в Дискорде пишут, что не только фронт, вообще все, что выше. Да и я ж про что? Получается на все отряды. То есть, и линия поддержка врага считается, если на свою. В общем, будем посмотреть, да, будем посмотреть, как она будет в итоге играться и как она будет реально работать. Вопросов больше, чем ответов, как я понимаю. Двигаемся дальше. Давай, как скажешь. Как скажешь, поехали, помчались, понеслась. Вторая карта на раскрытие. Та-да-да-дам. Это бомбер. Это бомбер Туполев СБ-2. Туполев СБ-2. Что по этому бомберу? У него есть механика клещи. И прицеливание клещами он, соответственно, и другому отряду дает свойство, что прицеливание или атака этого юнита обходится врагу +2 кредита. То есть кинуть приказ либо атаковать будет стоить на 2 кредита дороже. Этот отряд, то есть сам бомбер и отряд, на который были кинуты им клещи. Вот это как-то так будет работать, совершенно очевидно. С этой картой более-менее все понятно. Опять же, стоимость 6 кредитов, входит за 2 и статы 5-5. Ну, как бы советскую авиацию хотя бы пытаются что-то сделать с советской авиацией и как-то ее привзбодрить, наверное, да? В каких колодах может быть использовано? Под какую тактику? Да в любых. На самом деле очень универсальная получается картейка. Нормальный бомбер, да? К этому мы выводу приходим. В паре с красными дьяволами будет больно. Вот, сразу, смотрите, товарищ Максим
Усфей сразу предположил, что красные дьяволы, кидаешь клещи на красных дьяволах, и того красные дьяволы, чтобы атаковать, уже будет стоить 3 кредита, да? Накинуть на приватера. То есть варианты есть, да? Туполев это аналог амерского бомбера. У того цена меньше и есть ТБ. Мне кажется, амерский лучше. Вот, уже 2 как бы варика есть, что можно сделать. Прикольно, в любой колоде можно, согласен. В общем, какое мы решение примем по этой карте? Норм карта, да, получается, и как бы имеет место быть и в советской авиации, почему бы и нет, попробуем ее использовать, как только она появится. Да, собственно, к этому-то мы и пришли, что можно очень даже, да не только в авиацию, в любую колоду можно, короче, закинуть. И в паре с амерским бомбером, который с броней, который удорожает на 2, станет на 4 дороже. Ну, то есть, есть поле для фантазии. Можно маневрировать и чего-то придумывать. Мы разобрались с этой картой. Движем дальше. Товарищ Кару, карта отличная, может даже в советском контроле будет. Ну, как элемент контроля, да, есть у нее это свойство, но для контроля она, наверное, дороговата. Советский контроль, это вообще возможно? Как такое может быть? Неужто получится, а? Давайте двинем, короче, дальше. И следующая, 3-я карта у нас на раскрытии, на ревиле, на повестке дня. Да-да-да-дамс. Это что у нас? Это у нас приказ. Приказ, да, все 3 карты мне дали советские. Вот, так распорядились, и именно советские я открываю. Причем вот эта карта получается особая, да? Наконечник копья уничтожает дружественный отряд и соседние отряды. Ваши отряды получают плюс X, где X уничтоженные отряды. Где может быть полезна эта карта? Мне навскидку приходит, если ты играешь с Японией отрядами на уничтожение, да, с эффектом уничтожения, который постоянно штаб, то как варик. И оставшиеся юниты еще и могут плюсануть, да, то есть максимум плюсуется 3, насколько я понимаю, плюс 3, потому что влупит она максимум 3 отряда, то есть дружественный и соседний, это право-лево. В токенах, да, согласен, вполне вероятно, может и в токенах, и тоже дико плюсанет там на остальные, на оставшиеся токены, да, вместо ура, но с другой механикой. Ну вот, не знаю, очень странный этот приказ на самом деле. Плюс X, плюс Y. Механика иксов. Исландцы что-то новое с МТГ добавили. Ну, иксуют. Во всяком случае, да, появляются карты, которые делают плюс X, советские карты. В общем, вот дела у нас обстоят именно так. С советским охранником можно попробовать. Самострел, возможно, будет актуален, но это слишком безумно. Да нет, ну вот как раз таки на уничтожение, я же говорю, вот этих японских отрядов с эффектом уничтожения очень даже может попереть. О, уже тут у нас товарищи ставят оценки, сколько из 10. Ну и что я могу сказать? Я могу сказать, X это количество юнитов или статы. Ваши юниты X это уничтоженные отряды, а плюс X это статы. Да. Юниты получают плюс к атаке и получают плюс к защите, соответственно, иксы. Где иксы это количество уничтоженных отрядов. Причем, знаешь что, вот не говорится, что уничтоженные отряды именно этим приказом. То есть, если додумать, да, то можно несколькими отрядами уничтожиться, потом кинуть еще эту дрянь, и по идее она засчитает все уничтоженные отряды. С ворованными юнитами, да, можно запросто разбирать. Подвижность, под подвижку отлично вообще, они и так типа уничтожаются, да, после того, как отработали эти танчики, и их как раз таки можно и хлопнуть.
Карты, все 3 карты открыты на данный момент. Я их еще раз продублирую. На всякий случай. Вот так выглядит Туполев. И вот такой вот приказ. Все 3 карты советские. У нас вот этот приказ — это обычная карта, это особая, и вот это особая. То есть 2 особых дали мне на ревил, дали мне на открытие, да?